Всем привет-привет, с вами Сирена. Мы начинаем Prey. Был запрос пройти эту игру, я ни разу про нее ничего не слышала, не смотрела ни трейлеры, не читала ни обзоры, вообще ничего. Поэтому начинаем. Сложность обычная, параметры, набор дополнительных модификаторов, усложняющих игру. Внимание, эти параметры нельзя изменить по ходу игры, только для опытных игроков. Но мы еще не опытные, я еще ни разу не проходила, поэтому начнем с обычного. Ну, за женщину, конечно. Что я? Вы просыпаетесь в своей квартире в 2032 году. Кстати, ну, это всего через 6 лет, посмотрим. Что там у нас за квартира такая? Через 6 лет. Но радует, что просыпаюсь в своей квартире. Любую кнопку нажимаем. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Блин, а сегодня 17 марта, 26-е. Было бы прикольно записать первую серию 2 дня назад. Но, увы и ах. Бонус за предзаказ. Спасибо, что оформили предварительный заказ на Prey. Предметы, которые вы получили за предзаказ, лежат в особом контейнере, который Морган держит в своем кабинете. Эй, Морган, проснись. Время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. О, слушай, Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Синтез речи и естественное создание языка. Отрывок из 3 главы книги Себастьяна Смита «Синтез речи и естественное создание языка». Технология конверсии голоса позволяет системам синтеза создавать речь на основе своего источника или совершенно новых голосов. При этом не нуждаясь в длительной записи и предварительной обработке звука. Качество полученного звука зависит от данных, взятых для обучения, а также от точности алгоритмов конверсии и ограничений вычислительной мощи. Старые добрые времена. Первый день на работе. Вы получили задание, нажмите «Щ», чтобы открыть транскриптор. Так, «Щ». Алекс убедил меня. Я присоединяюсь к нему на борту космической станции Талос-1. Хорошо, что через букву «Т», а не «Ф». Такой проект нельзя упускать. Кроме того, он сказал, что приготовил для меня сюрприз. Но прежде чем попасть на борт, шаттла придется поработать в тренировочном центре. Надеть форму Транстар в ваши апартаменты. Окей. Сейчас мы осмотримся, что тут чего. Зачем мы на стол залезли? Ну, короче, сейчас... Терминалы сотрудников так. Парадокс. Электронная почта. Поздравляю, добро пожаловать. От Томас Такер, кому Морган Ю, копия Алекс Ю. Мы очень рады услышать о вашем прибытии на борт. Ваш первый официальный рабочий день – понедельник, 15 марта. Но перед этим будет проведен обучающий тренинг, как для всех новых сотрудников, просто для того, чтобы познакомить вас с жизнью на орбите. Нас ждут славные дни. Желаем приятного полета и до скорой встречи. Томас Такер, отдел кадров, исследовательский отдел Талос-1. Блин, я не могу. Название. Привет, доставка. От Алекс Ю, кому Морган Ю. Привет, я послал тебе пакет со всем, что может понадобиться в первый день. Форма, транскриптор и нейромод. Нейромод установи прямо сейчас. Тестирование начнем завтра с утра. Просто следуй инструкциям. Я на связи, Алекс. От Алекс Ю, Морган Ю. Привет, только что говорил с родителями, они не приедут к отправлению шаттла. Они в Нью-Йорке по делам компании, но шлют свои наилучшие пожелания. По-моему, мама немного встревожена тем, что оба ребенка одновременно покидает ее гравитационное поле. Она сказала, что тебе следует вести себя хорошо и во всем слушаться старшего брата. Шутка? Наоборот, это я должен хорошо себя вести и слушаться тебя так-то. Ну, ты знаешь, мама, в любом случае всем интересно, что там пришло тебе в голову, так что приготовься. Постараюсь позвонить утром и разбудить. До скорого, Морган. Алекс.
Практическая электроника. Отрывок из предисловия книги Антуанетты Сокол, или Сокол, кто ее знает. Практическая электроника. Выполнив серию экспериментов, приведенных в этом скромном руководстве, вы познакомитесь с основами современной аналоговой и цифровой электроники. После этого курса вы сможете создать любую простую схему. Как сказал Томас Эдисон, изобретателю нужны лишь мощное воображение и куча хлама. Ну так-то да. Так, что-то светится. Внимание, установка нейромодов должна производиться только сертифицированными специалистами Transstar в лабораторных условиях. Вскоре после операции пациент может испытывать легкий дискомфорт, а его глаз может заплыть и покраснеть. Первое, что надо сделать, достать нейромод из запаянного контейнера, плотно прижать прорезиненный наглазник к костному краю глазницы, держать глаз открытым, нажать оранжевый спусковой крючок и удерживать нейромод, прижатым к глазу в течение 5 минут, выбросить использованный нейромод в предоставленный пакет для биологических отходов. Какая жесть. У нас нейромод тут? Что это за звук был? Ну, я это читала. Почему это у меня тут еще раз? И эту фигню мы читали. Ничего не знаю, сейчас осмотримся. О парадоксе Ферми. Отрывок из книги доктора Роберта Джеймса III «Существование внеземного разума». Подумайте, в галактике миллиарды таких же звезд, как наше Солнце, и многие из наших гораздо старше. Многие из них гораздо старше. Что я сказала? Ладно. У некоторых из них есть похожие на Землю планеты. На некоторые из этих планет, возможно, возникла разумная жизнь. Некоторые из этих разумных существ, возможно, изобрели межзвездные перелеты. Если какая-то цивилизация возникла раньше нашей, то кажется возможным, что даже с предполагаемой скоростью межзвездных перелетов они могли колонизировать всю галактику. Однако мы еще не обнаружили ни одной такой цивилизации, и они не установили контакт с нами. Почему? Мне кажется, это подсказка на то, что тут будет в этой игре. Так. Сознание. Огонь в уравнениях. Отрывок из первой главы книги доктора Стюарта Пенроуза «Сознание. Огонь в уравнениях». Природа сознания остается предельно загадочной. Как субъективную природу опыта, мою внутреннюю жизнь, можно объяснить с помощью научных терминов. Возникает ли сознание из сложных вычислений, которые проводят нейроны мозга? Или это фундаментальное неотъемлемое свойство, вплетенное в ткань Вселенной? Угу. А покрутить можем? Ой, что это? Ой, боже. Ну подумаешь, уронила и уронила. Так. Отрывок из архитекторов революции неврологии. А если я скажу, что могу за 10 минут превратить вас в математика уровня Эйнштейна? Я отвечу, что это все бред. Это первая мысль, которая приходит в голову. Однако Алекс Ю так убежден в своей правоте, что подобные мысли исчезают. Я невольно прислушиваюсь к его словам. Меня он не обманет. Себя, возможно. Меня нет. Алекс откидывает на спинку кресла. Начинается эпоха нейромодов. Игристое вино Kings and Way. Поздравляю, Морган, Алекс. Так, что это у нас? Отрывок из энциклопедии пищеведения и кулинарии. Элиота Энн Шоу. Издание 2033 год. Ой, ну жесть. ТГ, короче, фермент, встречающийся у растений, животных и бактерий. ТГ часто используют для объединения частиц в продуктах с высоким содержанием белка, таких как крабовые палочки, рыбные фрикадельки. Повара часто называют ТГ мясным клеем. Совет шеф-повара Шоу. Если приклеить куриную кожу к куску лосося, это защитит внешнюю часть куска от пережаривания. Ну, кстати, интересно. Для тех, кто готовит, это реально интересно. Возьмем все, не знаю что. Пакет с веганским сушеным мясом, сделанным из помидоров сорта хамон. Ничего нет. Пакет с глюкозой для экстренных случаев. Восстанавливает 5 единиц здоровья. Глюкоза. Ладно.
Синий гранат особого сорта, модифицированный с учетом условий на борту Талоса-1 и восстанавливает 5 единиц здоровья. Это что? Банка со освежающим зеленым чаем от повара Транстар. Восстанавливает... Ну, короче, берем все. Душа Вока. Отрывок из 5 главы книги Душа Вока П.С. Юдо. Стряпать на старом Воке настоящее священное действие. Все равно, что прикоснуться к прошлому. Почерневшая поверхность этой сковороды из углеродистой стали, будто бы помнит все кушанья, что когда-либо жарили с ней. И каждая из них внесет свою нотку во вкус блюда, которое вы станете готовить. Ой, сейчас, секундочку, досмотрим. Потому что понятно основное действие. Умыться не можем. А выключить теперь тоже, да? Что-то как-то... карабкаться. Не умыться, не помыться, ничего. Проснулись и не будем этого делать, да? Понятно. Короче, кто там скажет, что я много слова коверкаю, простите. Я вообще изначально, знаете чего? Дверь заела. Я изначально начала записывать игры, потому что я очень сильно начала заикаться. И чтобы вот с речью стало получше, я начала, собственно, игры записывать. Если вы посмотрите первую игру, первая игра на канале у меня это Dying Light первый. Там я очень сильно, конечно, заикаюсь. Сейчас уже, можно сказать, небо и земля. Так что, если осуждаете, осуждайте поменьше, пожалуйста. Надеть форму Транстар, ваши апартаменты. Первый день на работу, новая задача какая? Так, что мне? Ша надо нажимать, да? Сесть в вертолет, стоящий на крыше. Хорошо. О. Доброе утро, мисс Ю. Блин, чуть не оглохла. Сейчас я потише сделаю. Она как скажет, и тут... Сюда же. Я изначально включила до начала записи. Дико громкая музыка была и эффекты. Я такая сразу же сделала потише. Блин, а можешь сказать еще что-нибудь? На крышу сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Да, я сейчас все равно оглохну. Так, давайте все на 70 откатим. Блин. Так, shift, чтобы ускориться. Нормально. Настоящие рыбки или экран? Наверное, экран. Дверь, да. Нифига тут. Экелон. Residential Tower. Ну, поехали. Мой этаж, крыша. Ты смотри. Мой этаж. Мы на 45-м были, да? Если мы в будущем, почему лифт так трясется? Ну, слушайте, надо хотя бы в игре себе элиты почувствовать, да? Прикиньте, вертолет за нами отправили. Сесть в вертолет, стоящий на крыше, ваши апартаменты. О, ты посмотри, как роскошно. Мисс Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Да мы уже пристегнулись. Комплекс Транстар совсем недалеко. 25 градусов. Небо ясное. Неплохой вид на залив. Да. Энаркан Studios Production. Такая немножко скромненькая реклама.
Ну, как реклама, ладно. Самопредставление, скажем так. Но сделали, конечно, красиво. Ничего не могу добавить. А зачем мы такой круг а-ля облетали? Могли по прямой полететь. Виды красивые. Ой. Приехали, мисс Ю. Прилетели. Берегите голову. Удачи вам. Благодарствую. А, посмотри, исчезла запись. Явиться в испытательный центр, испытательный комплекс Транстар. Ну, я вижу, куда мне. Здрасте. Здравствуйте, доктор Ю. Я оператор научного класса Сивилла 495. Не запомню твое имя, но ну что? Мои инструменты настроены на обработку больших объемов данных в реальном времени. Не волнуйтесь, ничто не будет упущено. Очень скоро вы отправитесь в шаттле на Талос-1. Всем не терпится увидеть, на что вы способны, доктор Ю. Мне точно. Да мне тоже не терпится. Наши исследования требуют высокой длительной сосредоточенности. После тестирования я могу выдать вам психоактивный стимулятор, если понадобится. У Транстар по всему миру более дюжины высокотехнологичных станций, даже больше, с учетом лунных. Лифт отвезет вас в зону для испытаний. Уверена, ваш брат ждет вас. Все наши лаборатории соответствуют стандартам безопасности. Странно, такого никогда не было. Нужно составить заявку на ремонт. Прошу вас, извините, доктор Ю. Так, а я за всем слежу. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Подтверждаю. Так, на какой этаж? Спускаемся, по крайней мере, быстро. А прикиньте... Морган. Наконец. Явиться... А, это ладно. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транстар. Как твой глаз? Красный? Знаю, тесты слегка необычные. Это традиции семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. С чем? Через неделю будем на орбите. Обещаю. Окей. Мистер Ю, вашу сестру ждут в комнате А. Да. Слушай, просто будь собой. Буду ждать. Хорошо, как скажешь. Отрывок из архитекторов революции в неврологию. А если я скажу, что могу за 10 минут превратить вас... А, так подожди, мы это уже читали. Это у нас просто копия. Я видела, там светится. Доктор Ю, Что, доктор Ю? Дай мне, вон там светится. Что это, фонарь? Видимо, там обходить надо. Ну и? Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но, поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Чудесно. Это... Вы просто молодец. Теперь перейдем в комнату Б. Слушайте, как для недоразвитых немножко было, ну, допустим. Не осуждаем, да? Так, Морган, внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Смотрите. Она прячется за креслом.
есть синаптическая реакция? Вообще? Нет? Ну ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Слушайте, как будто развитие у детей пытаются какой-то... Ага. Ладно. Поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Ну, давай. Ну, жмите красную кнопку. Ой, Извините, может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс, а что происходит? Я установил то, что принесла Тина. вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Да вы чё за Вы ни лохи-то? при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Слушайте, я сейчас единственное действие на Е попробую поменять. Сейчас у нас У, точнее, здесь. Есть что-нибудь на У? Наклониться вправо. Блин. Ладно. Не очень удобно действие на F. Что, ничего не скажете? Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. И мне налейте. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Уже. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите «Старт» на экране. Ну и? Надо... Вы планируете отпуск. Когда вы отправитесь? В хорошо знакомое место, где вам нравится, или новое? Я хочу в новое. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так держать. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Страх? Я не знаю, что будет дальше. Гнев? Никто не имеет права казнить. Спокойствие. Мои поступки того стоили. Смотря за какие поступки, от этого зависит. Допустим, если мы кого-то спасали и что-то там сделали, что противоречит их законам, но при этом мы какую-то важную персону спасли, я буду в гневе. Если, типа, что-то такое, мне пофиг. Ну да. Лучше вот это выберу. О, это сложно. Да. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован 1 человек. А поезд остановить нельзя? Ну, переведем стрелку. 1 Окей, против 5. дальше. Потерявший управление поезд приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. А фиг ли я-то должна делать? Приближается к 5 людям. Люди на рельсах стоят или чего? Я делать ничего не буду. Еще немного. Ага. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете остановить поезд, прыгнув под его колеса, но при этом вы погибнете. Опять тут толстяк, ты посмотри. Не, сами. Это же игра. Ого. Я поражен. Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... Это кофе? Тут пусто. Я думал, Сим... О боже! Охрана! Охрана! Так и должно быть, нет?
Алекс, Симмонс, что происходит? у нас проблема. Как там Морган? Она жива, усыплена. Приберите. Я иду. Приберите. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Угу. А у меня 17 марта 2026. Ага. Ага. Петля. Понятно. Мы в петле. Так, 6 уже, ты посмотри. Опасность, уходите немедленно. Это, наверное, и есть модуляция сама. И, кстати, все переставлено, если вы видите. И уже у нас веселой музычки нет. Опаньки. Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я Январь. Это не сон. Разводной ключ Гефест промышленного образца. Стандартный инструмент обслуживающего персонала Транстар. Хорошо годится для оглушительной профилактики и механической встряски. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы ударить ключом. Зажав левую кнопку мыши, вы накопите силы для мощного удара. Все атаки разводным ключом расходуют выносливость. То, что произошло вчера, реальность. Если хотите знать, что происходит, сперва выберитесь из здания. Вы в опасности. Так. Хорошо. Вы в лаборатории симуляций. Идите к выходу. Я буду на связи. Она с этим фонарем бегать не могла, ты посмотри. Кому? Марко Симмонс. От производственного ТТТ, что-то там. Весь артикул забракован. Разберитесь вместе с производственным отделом, Марко. Пароль не найден. Записка. Пароль. ICOP 0876. Симмонс, все сегодняшние результаты были отрицательными. Вы установили правильные нейромоды? Свяжитесь с Грейвсом и найдите причину проблемы срочно, Алекс. Всем, мне известно, что вы потрясены утренним происшествием. В избежание ненужной паники воздержитесь от контактов за пределами вашего отдела. В ближайшее время будет сделано объявление по станции. Тем временем команда мисс Элзар приведена в полную готовность и отреагирует на любое ваше сообщение. Знаю, многие из вас обеспокоены судьбой доктора Беллами. В данный момент он находится в травмпункте. Его состояние серьезное, но стабильно. Благодарю за терпение и верность нашему проекту. Алекс Ю. Ага. А я не знаю даже. У нас пароля-то нет. Там кто-то рычал? Ах ты боже, ты посмотри. Закроем.
Блин, или нафиг. А сейчас фонарик был бы не лишним, конечно. Ага. Это типа часть симуляции еще, я поняла. Это вот крыша. Меню, нажмите Е, чтобы увидеть подробности. Там какая-то херня, да? Так, что у нас? Быстрый выбор. Меню быстрого выбора позволяет мгновенно переключаться между оружием и способностями. Чтобы добавить оружие и способности в меню быстрого выбора, найдите нужный предмет или способности в снаряжении, либо на колесе избранных функций нажмите цифровую клавишу. Функция. Выбор сцены. Ой. Восстановить исходную конфигурацию помещений для тестирования. Сейчас бы фонарик обратно в тему был бы. Сейчас. Тифон кокоплазмус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Мне известно, что вы потрясены этой, Морган. После этого срыва на опросе Алекс требует, чтобы все распоряжения проходили через него, пока ожидается психологический анализ. Алекс подчеркнул, что не хочет больше никаких сюрпризов от своей родни. Как будто мы хотим. Морган ничего не помнит о последнем тестировании, как и должно быть. Но агрессивная реакция на тот же комплекс тестов явно отклонение. Я рекомендую приступить к отслеживанию изменений личности, прежде чем мы приступим к новым тестам на опросах в процессе тестирования Беллами. Это у меня-то выявили агрессивные там это, да? Интересно. Транскриптор. Алекс. А? Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Она жива, усыплена. Приберите. Я иду. Я даже не знаю, куда мне идти-то. Ай! Уберите! Ох ты, боже. С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Контейнер для токсичных и биологически опасных отходов. Немедленно заморозьте или переработайте. А мне надо это брать. Давайте возьмем. А тут сохранить можно? А вот быстрое сохранение. На всякий случай, знаете.
Привет, по-моему, Беллами вынес из исследовательского отдела данные о мимикрии и телекинезис. Ходите в травмпункт и найдите на его теле пропуск в каюту. Прошу прощения, но Алекс штаны наложит, если эти данные попадут в чужие руки. Нужно оборудовать помещение согласно новому плану тестирования. Конфигурация такая. Комната А. Удар по площади. Комната Б. Притворство. Комната С. Дом с привидениями. Если что-либо изменится, сообщите нам, Беллами. Удар, притворство, дом с привидениями. Играйте по-своему, экспериментируйте, пытаясь по-разному справиться с трудностями и врагами. Если вам встретилась запертая дверь, вы можете поискать пропуск от нее или придумать что-нибудь еще. Получая новые навыки, вы расширите список доступных возможностей. Допустим. Вопрос о симуляции. Элис, привет. Я вышлю тебе статью, написали Алекс и Морган. Пока ее судя в 2 словах. Когда ты получаешь новый навык с помощью нейромода, твой мозг как будто создает новые воспоминания. На самом деле мы пока не можем отделить изменения, которые вносит мод, от обычного формирования воспоминаний. Поэтому, если удалить нейромод, благодаря которому ты играешь на фортепиано, как Густав Лейтнер, твой мозг вернется к тому моменту, когда был установлен мод. Ой, блин. Не могу привыкнуть. Что делает Морган? Им нужно было получить чистый разум для испытания опытных образцов модов, то есть углубиться в прошлое очень далеко. Вот для чего нужен стимулятор квартиры. Я никогда не видел людей, настолько преданных науке, как эти Ю. Напишите мне, пообедаем вместе, Симмонс. Да что там трещишь, боже мой. Короче, это на нас проводит, я так поняла. Что это? А, это там за дверью или как? Цветок агавы. Снова заказать тесты. Лючия под наблюдением. Смотреть Беллами. Испытание на воспламеняемость отложено на неопределенный срок. Алекс хочет повидаться с М перед тестированием. Сейчас все обсмотрим. Мимик, труп обыскать. Требуется аутопсия. А мы не можем? Не можем провести, да? У нас вообще-то контейнер. Могли бы там что-то придумать. Что-то щелкает, значит, еще где-то тут. Где-то. Вон он там. Бежал куда-то. Новый пропуск. Сохраняем. — 23 февраля? Почему 23 февраля стоит? Мы же типа 15-го. Или это нам установили? Ах ты урод. И ты туда же. Орган Тифона. Господи. Так, а как мне... Как мне тут вообще управление сейчас?
Психоскоп изучить я. Так, не то. Инвентарь открыть. Как вообще? Фонарик М. Ш. Смотри, М фонарик. Нет у нас фонарика Ш. Ух ты, боже. Разделить. Сидим один. А как съесть-то, боже ж ты мой? Вот я пожму. Ага, вот. Так, для оружия. Это восстанавливающий уровень прочности костюма на 25. Восстанавливающий. Нам это надо? Банка с освежающим... 5 единиц, 5. Все, ладно. Опа. Ух, твою мать, это что за урод? Это был фантом. Тифон Антрофантазмус. Не останавливайтесь. Большинство объектов на борту Талоса-1 можно починить, если у вас есть навык ремонта и запчасти. Чтобы починить объект, нажмите букву П и удерживайте ее, пока ремонт не будет завершен. Ну, видимо, у нас навыка такого нет. Шикарно. Гипс, пушка, гелевая иммобилизирующая переносная система. Транстар выводит из строя или обездвиживает цели, не причиняя им вреда. С помощью гипс-пушки можно также гасить пламя и временно устранять пробои электролизации. Затвердевшая пена способна выдержать человеческий вес. Чтобы выстрелить из гипс-пушки, нажмите левую кнопку мыши. Зажмите левую кнопку мыши, чтобы выпустить непрерывный поток пены. Посмотри на них. Ходят тут. Морган, там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменила его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Я уже загрузила в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните. Нейромод — революционное изобретение компании Транстар, позволяющего вам осваивать новые навыки и способности. Откройте ваш транскриптор, нажав Т, и перейдите в раздел «Нейромоды». Используйте научные и медицинские знания, а также специализированное лабораторное оборудование. А разница тут? Хакер. Эффективность. Защиту компьютеров и роботизированных систем первого уровня. Ну-ка. Дает возможность поднимать тяжесть и увеличивать дальность броска. Брошенные предметы наносят урон врагам. С помощью запчастей можно ремонтировать графлифты, фабрикаты и утилизаторы, вышедшие из строя. В режиме выживания вы также можете чинить изношенное оружие. Нормально.
Ваш уровень здоровья повышается до 115, а выносливость до 105. Вы убегаете, крадетесь, карабкаетесь и ускоряетесь на 5 быстрее. Я даже не знаю, что лучше. Блин, я не знаю, что выбрать. Ладно, давайте вот это пока. Да. Вы получили способность человека. А мы не человек... Ой, в глаз себе... Ой, дичь какая. Вы всегда умели импровизировать. Если бы не это, вы бы уже погибли. А теперь отправляйтесь в главный холл. Колесо избранных функций. Колесо избранных функций позволяет быстро выбирать оружие, а впоследствии и пси-способности. Нажмите колесико мыши, чтобы открыть колесо избранных функций, и выберите оружие, используя колесико мыши. Нажмите левую кнопку мыши. А это я уже знаю. Топает там. Сейчас мы быстренько осмотрим. Ну, к этому уроду мы не пойдем, само собой. Мы нажали это взломать, чтобы нельзя было взломать, да? Короче, обойдешься. Мы в холл идем. Да, уверена. Идем в холл. Мне кажется, это вообще все симуляция. Таинственный собеседник по имени Январь помогает вам выбраться в главный холл комплекса. Что мы в симуляции находимся. То есть это не типа ситуация случилась, а типа мы в симуляции. Так сохраняем. Что там по времени? Есть еще время. Боже. Вы выбрались. Готовы, наконец, увидеть реальный мир? Д, чтобы послушать. Роберт? Элис, слава богу, больше никто не... Где вы? Прячусь в конференц-зале. Я не могу... Господи, вы все еще в лаборатории? Не могу выбраться. Тут... Где черти носят охрану? Я не знаю, что происходит. Роберт, вам нужно выбираться. Идите к лифтам. Говорят, мы эвакуируемся. Роберт? Тссс. Погодите. Кто-то идет. Ну, по-любому они тут есть. По-любому. Ты посмотри, развал какой. Не может их тут не быть. Холл Талоса 1. В принципе, вот слово фалос сюда очень подходит. Фалос 1. Да? Будьте начеку. Доберитесь до своего кабинета. Я пометила его на карте. Там есть видеозапись, которую вам нужно посмотреть. Я знаю, что у вас много вопросов. Вы можете свободно исследовать Талос-1. Шлюзы и лифты позволяют попасть из холла в другие части станции. Вы всегда можете вернуться в холл и другие открытые... Ну что там? Всегда я могу вернуться. Лимонная цедра. А что у меня со здоровьем-то, я не поняла. Ну-ка, ша.
Вот смотри. А что с цветами можно делать? Не знаю. Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Ну, Всем конечно. сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Лимонная цедра. Сушеное мясо. Ну 98 нормально, в принципе. IT Security, Human Resource, Sales Division. Человеческие ресурсы 2F. Охрана тоже 2F. Так, это починка там. Явно вот там дверь надо открыть. Починить, чтобы зайти в туалет. Космический лифт. Отрывок из статьи доктора Анджелины М. Аллен «Лестница в небо». Наличие у Соединенных Штатов первого действующего космического лифта, башни Белого Журавля, позволило США контролировать почти всю деятельность и торговлю на орбите. Но теперь остальной мир пытается конкурировать с США в этой области. По подсчетам Мирового союза космической индустрии, МСК, использование башни Белого Журавля для строительства второго космического лифта уменьшит стоимость проекта в 4 раза. Правительство США, естественно, не желает помогать конкурентам построить более дешевую платформу, которая даст им преимущество. Представители башни утверждают, что протекционные меры оправданы, поскольку инвестиционные риски при строительстве первого лифта были очень высокие. МСК тем временем довольно агрессивно скупает площадки, идеально подходящие для новых космических лифтов. Фактически это сквотерство космической эпохи. Это типа научная статья, книжка или что это? Что это такое? Ну, здесь спускать не очень хочется. А то нас как услышат, как набегут эти мимики. А нам оно нужно? Нам оно не нужно. Мне больше интересно... когда у нас фонарь появится. Так, туалет осмотрели, сохраняем. А где ж там пройти тогда? О. Ну, конечно, ты посмотри. Ну иди сюда, ты слышишь? Все. Они, наверное, из-за этих опухолей и размножаются, так сказать. Да что ты так крякаешь-то, боже мой. Короче, я поняла принцип, как надо. О, С. Все нормально. Мы никуда не спешим, осматриваем. Все как есть. Это прошли, надо сохранить. А, мы обошли.
Да? По-моему, да. Хм. Передвигаться будет сложно. Главный лифт сломан. Система говорит, что она в порядке, но код диагностики меняется при каждом моем запросе. Я сообщу, если найду решение. Доброе утро, Талос. Наш штатный психолог доктор Коль предлагает всем, кто страдает от нарушений сна, хронического стресса или депрессии, записаться к нему на прием в травмпункте. Это к чему это было? Эх, твою мать. Да слышь ты, щупальца. Свои расслабь. Ах ты, блин. Так, прекрасно. Прекрасно. Магнитофона. Вот нам это что-то даст потом? То, что мы эту фигню собираем. Ну-ка. Патроны. Патроны. Баллон. Я, честно признаться, думала, пушка чуть-чуть помощнее как-то будет. Она замораживает. Выставка Транстар. Она замораживает буквально, ну вот, на чуть-чуть. Эвакуация, показания выжившего. День первый. Я отвел собачку к собачьему парикмахеру. Ее звали Ализа. Это значит радость. Я попрощался с ней и прошел несколько кварталов до кафе рядом с парком. Надо мной очень низко пролетали реактивные самолеты, и грохот был такой, что я даже подпрыгнул. Я не знаю, откуда они взялись, но у них было полно бомб и ракет. Все смотрели на небо, и звук самолетов отражался от зданий. Но мы их больше не видели. Небо было чистым, и я видел, что над стадионом поднимается розовый дым. Затем включились сирены. Последний раз я слышал их в детстве. Люди, сбитые с толку, замерли на месте, но мои инстинкты подсказали мне, что нужно бежать подальше от стадиона, подальше от Ализы. Кто-то последовал за мной, но мы не знали, куда нужно бежать. Какой-то полицейский направлял людей в подвал ресторана. Кажется, там находилось старое бомбоубежище. Я снова взглянул на небо и увидел авиалайнер. Это точно был не военный самолет. Кажется, он летел в сторону аэропорта. Вдруг он беззвучно превратился в блестящее облачко и исчез. Кто-то рядом со мной выругался. Я упал и ударился головой о мостовую. Это с чем связано, интересно? Так, ладно. Это открыто уже. Взрывчатый баллон. Нейромод. Так, еще раз, как использовать нейромод? Вот, нейромоды. Один у меня есть. Давайте вот это пока сделаем, да. Получить. Чипы костюма. Ничего у нас нет. Ладно, сохраняем.
Переодеться мы не можем, да? Психоскоп. Отсутствует. Кто-то его спер. 2030 год. Талос-1, флагман частной космической индустрии, начинает работу. Выпущен первый нейромод, позволяющий значительно усовершенствовать тело и разум. 2025 год. Сформировано правление Транстар. Корпорация выкупила клетку, переоснастила ее и снабдила новейшими системами безопасности. По нашему времени это было в прошлом году, но этого не случилось, как вы знаете, хотя С кто знает. 1980 по 1994 год. Проект «Аксиома» был приостановлен, когда политическая обстановка переменилась. После трагического инцидента, который привел к гибели 2 ученых, базу «Клетка» вывели из эксплуатации. 1964 год. После неудачного покушения на Кеннеди и отставки Хрущева, США приобрели право использовать клетку как испытательный полигон. Проект под кодовым названием «Аксиома» привел к созданию материалов нового поколения и прорыву в биологии, открывшему путь к нейромодификации. 1963 год. После секретных переговоров во время Холодной войны США и СССР построили лабораторию под названием «Клетка». Так были созданы костяк и основные аварийные системы будущей станции Талос-1. Ну ладно. Историю послушали. Это все? А, там какой-то проход, ладно. Мы не больные, включать это, естественно, мы не будем. Так. Что у нас где? Не могу посмотреть. Ну, в плане... Мы на каком этаже? Я не могу понимать. Так, вы здесь. 1F, значит. Нейромод Division, маркетинг, травмоцентр. Нам про травмоцентр говорили что-то. Наверное, на 2-й этаж. Мы тут все осмотрели? А. Ха, нет пропуска. Так, там мы тоже проходили. Блин. О, нормально. Турель вообще тема. Так, это мы их тут убили, окей. Что у нас тут еще? Травмпункт, проход. Вот, шикарно. Сохраняем. Все поняла. Трель тут не просто так стояла. Ладно. Давай мы тебя вот так поставим. Вот так. Что-то там проживал, плохо слышно, ну ладно. Там мы были, ладно, пошли наверх. Вот реально, для чего эти цветы? Потом мы что-то из них сможем сделать?
Сломанный вентилятор. М-заряд. О. М-заряд создает мощный импульс магнитной энергии. Он особенно эффективен против роботов, турелей и других субъектов, использующих электричество. Заряд можно бросать или прикреплять к неподвижным объектам с помощью левой кнопки мыши. Хорошо. Мы пока поменяем. Идем на второй этаж. Комната охраны-то чё я? Ох ты, боже мой. Нет пропуска? Ну, конечно. Значит, на второй этаж. Значит, на второй этаж. Не просто так нам банку скинули, да? Нет, ты посмотри, нельзя. Травма-центр. Так, это у нас есть. Сохраняем. Меняем. Отпираем. Ой, ты посмотри, сейчас на меня попрыгают тоже. Да? Травмпункт. Развертыватель. Беги, беги, не останавливайся. Ой, твою мать, ты посмотри на них. Да, что-то тут нет признаков. По-моему, к ним еще рановато идти, да? Травма-центр. Чашка Петри с образцом. Видеофайл этажом выше. Ну не пойдем сейчас в травма-центр, идем выше. Телеконференции. О, ты посмотри. Пистолеты. Патроны у нас есть, а пистолетов нет. Бьянка Гудвин. Кабинеты директоров. Травмпункт. Еще одна карточка. Видимо, там разные уровни проходки. Мне кажется, в травмпункте это надо пробегать, пока вот оружие не получишь там. Пока оружие не получишь, с помощью которого можно убить. Молодец, спасибо. Ну, слушайте, не просто так пишут 23 февраля. Это явно... Доброе утро, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его быстро и безболезненно. Сознание. Огонь в уравнениях. Отрывок из первой главы книги доктора Стюарта Пенроуза «Сознание. Огонь в уравнениях». Природа сознания остается предельно загадочной. Как субъективную природу опыта, мою внутреннюю жизнь, можно объяснить с помощью научных терминов. Возникает ли сознание из сложных вычислений, которые проводят нейроны мозга? Или это фундаментальное неотъемлемое свойство, вплетенное в ткань Вселенной? Да. Отрывок из книги «Принципы неврологии», 10-е издание. Прежде чем мозг считал слишком теплым, мокрым и шумным для тонких квантовых процессов, однако наблюдение квантовой когерентности в таких биологических процессах, как фотосинтез, полет птиц и наше собственное восприятие запахов, позволило впоследствии открыть квантовые вибрации в микротубулах
нейронов. А, блин. Записка. Персоналу. Перенесите как можно скорее оставшиеся коробки в мой новый кабинет в отделе нейромодов. Эта игра для человека, который пытается не заикаться, конечно, тяжкая. Код замка на двери в ваш кабинет 0451. 0451. Хорошо. 0451. Сохраняем. Сейчас подождешь. С возвращением. Это место уже 3 года является вашим домом. Видео доступно на вашем терминале. О, нейромод. Целых 3, ты посмотри. Инженер. Повышает эффективность утилизации на 20. Наносит удары разводным ключом, вы тратите на 25 меньше выносливости. Вы входите в состояние боевой концентрации на 10 секунд, замедляя время вокруг себя. Ваши действия расходуют на 50 меньше выносливости. Враги дольше не замечают вас, когда вы крадетесь или ползете. Ну, что это, ну, как-то всю игру ползти, это такое себе. Пища лечит вас вдвое эффективнее, а эффект сытости длится вдвое дольше. А, то есть у нас еще и от голода может здоровье падать. Чудно. Ваш костюм Транстар вмещает больше предметов, в него можно установить 2 дополнительных чипа. Давайте вот это получим. Ту-ду-ду-ду-ду. Что мы еще? 1. Поднимать тяжести, дальность броска. Ладно. Да. Да, отлично. Сохраняем. Центр телеконференций. Мы видели записка. Доброе утро, Морган. Я достал схему, которую вы заказали. Она в вашем сейфе, Джейсон. Сейчас мы все обчитаем. Первый отрывок из книги доктора Джорджа В. Эдварда или ну я не знаю. Дж. В. Эдварда. Коммерциализация космической программы. Во время второго президентского срока Кеннеди гонка в космосе вышла на новый уровень, но без его поддержки, возможно, совсем заглохла бы. Запуск нескольких луноходов ознаменовал начало ускоренной энергичной космической программы. Эта программа, в особенности по сравнению с той, что реализовывалась в течение первого срока Кеннеди, отличалась тем, что Советский Союз и Соединенные Штаты не конкурировали друг с другом, а покоряли космос сообща. Так, что у нас там? Кожурки от бананов. Не то. Где кожура от бананов-то? Во. Подожди, это мне прям аж... А цветы? Не-не-не-не-не-не. Во-первых, я не уверена. Сейчас орган Тифона. Не, для нейромодов я что, на больную похожа? Бесполезная печатная плата. Может быть, нам это еще пригодится. Переработайте. Сломанный вентилятор, может, тоже пахнет виски. Все. Поместить предметы в корзину. Ржавая спираль, запчасти, изношенный провод, чертеж разводного ключа. Шикарно. Минерала, органика, тюльпаны, апартаменты Морган Ю. Превосходно. Аптечка.
Фабрикатор. Фабрикаторы позволяют создавать оружие, боеприпасы и другие полезные предметы. Нажмите Е, чтобы увидеть подробности. Использует чертежи, позволяющие изготавливать десятки полезных предметов. Для изготовления любого предмета требуется определенное количество органики, минералов, пластика и экзотической материи. Ищите чертежи и материалы на борту станции. Мне сейчас разводной ключ нужен? Я думаю, пока что нет. Пусть будет наготове. Это типа перерабатываем, и вот у нас материалы, которые мы можем потом там использовать, все понятно. Ржавая спираль. Ну давайте посмотрим, что нам дадут за это. Это просто на сырье. Понятно. Короче. Это не хлам? Цветок агавы. Интересно. Ну все, ладно. Ты посмотри, сколько всего. У нас кроме разводного ключа сейчас и ничего нет другого. Ладно, смотрим. Не беспокоить. Морган, по вашей просьбе записи журнала вашего терминала будут автоматически пересылаться к вам в апартаменты в помещениях персонала. Ваш заказ из аппаратной отправлен. Сообщите о получении. Если что-то не так, я исправлю. Как и на прошлой неделе, я позабочусь о том, чтобы вас пока не беспокоили. Если могу еще чем-нибудь вам быть полезен, сообщите. Я буду держать оборону у дверей вашего кабинета. Джейсон. Ой, блин, забываю, что надо это... Я до сих пор не понимаю, что случилось. Я не думаю об этом. Но у нас нет причин не соблюдать приличия. Сегодня в холле мне показалось, что ты меня даже не видишь. Если ты за что-то сердишься, давай поговорим об этом. Не делай вид, что мы не знакомы. Это не к чему. Это ни к чему. Нам еще работать вместе, Кейт. Екатерина Ильюшина. Вы выбрались от января. Хорошо. Функция «Посмотри на меня, Морган». Привет, Морган. Это видео для зеркала. Должно все прояснить. Убедись, что рядом никого нет, прежде чем смотреть его. Ох ты, боже мой. Привет, Морган. Ну и денёк. Уже сама с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости, это навсегда. 1 январь заслуживает доверия. Это оператор, вроде резервной копии. Помнит все за тебя. Мы тестировали новый нейромод на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами. Но кто-то мог забить и сделать один день всей твоей жизнью. Вот. Именно так и сделал Алекс. Только вот зачем? Тебе не понравится, что я скажу. Шикарно.
Я думал, что нашел все эти чертовы записи. Извини, но я не могу дать тебе их прослушать. Сначала я должен тебе все объяснить. А пока просто... Черт возьми, мне пора, сиди тихо. Пожалуйста. Оборзел, что ли? Понятно, к чему тут. Еще и сохранить не могу. Почему не могу сохранить? Извините, Морган. Алекс отрезал нас от серверов зеркала. Нужно импровизировать. Советую обыскать мастерскую доктора Кальвина в аппаратной лаборатории. Он изобрел зеркало. Возможно, там вам удастся восстановить подключение к серверу. А я пока поищу другие способы помочь вам. Удачи! Угу. Турель еще за нас? Ибо нехрен. Бой. Основа. Пользуясь в бою окружающими предметами и снаряжением, вам не обязательно идти в лобовую атаку на каждого врага. Вы можете незаметно прокрасться мимо опасных противников или застать их врасплох. Если вы все же решили драться, сначала выведите врагов из строя с помощью таких средств, как гипс-пушка. Это увеличит ваши шансы на выживание. Хорошо. Сохранить могу? Могу. Хорошо. У меня карточка была отсюда. Наконец-то. Мимик, иди сюда. Слышишь ты? Наконец-то. Так, сохраняем. Ну, тут интересно, кстати, такие головоломки. Сиди, гадай, чего кого. Ищи выходы. Я такое люблю. Тележка для ЭВМ. А, это чтобы... Понятно. Это чтобы кинуть. Тут у нас ничего полезного, да? Сигару только. Для обработки можем потом сделать. Слышишь ты? О. Дротики из флексипены. Что за нагнетающая музыка? Ладно, сохраняем. Раз так нагнетает, значит надо сохраниться. 4 из 6. А каких запчастей мне не хватает? Нормальная штука. Аппаратная лаборатория, да. Такие чудеса техники, как терминалы зеркала, разрабатывают в аппаратной лаборатории.
Ну же, прогрузка, давай, ну же. Нехороший признак. Я нашел вас. Проблема найдена. Аккумуляторы. Ой, подожди. Аккумуляторы для экспериментального лучемета. Это... Не можем применить. Сохраняем. Патроны вот у меня и закончились. Вот оно и все. Фойе. Изношенный провод. Ах ты боже. Слишком далеко, слишком быстро. Второй отрывок из книги доктора Дж. В. Эдварда «Коммерциализация космической программы». И правление Джонсона подошло к концу. Его сменил президент Рейган. Уже тогда гонка в космосе стала сдавать. Энтузиазм предыдущих десятилетий притупило отсутствие успехов. В Советском Союзе, также сосредоточившемся на освоении космоса, уже наступил экономический коллапс. Многие американские военные политики обнаружили, что космическая программа непопулярна у избирателей. Это привело к возникновению новой группы политиков, многие из которых также помешали США вступить в войну во Вьетнаме, которые хотели заниматься только внутренними проблемами. О, зеленый чай выпьем. Еще выпьем. Вот так. Наличие у Соединенных Штатов первого действующего космического мы это читали в туалете. Отрывок из статьи Дэна Уосли о колонизации Марса. Сейчас водички хлебну. Но стоимость возведения и эксплуатации этих объектов просто колоссальна. Эти спартанские жилища совсем не похожи на идиллические колонии с плакатов турагентства на человека. Возможно, это скоро изменится. Президент Транстар Алекс Ю в одном из редких интервью рассказал, что представляет себе Марс, на котором семьи в одних рубашках могут устроить пикник на зеленом лугу, а вечером после захода солнца искать в небе светящуюся точку — Землю. Для этого понадобится создавать на Марсе климат Земли, и это самая сложная задача, когда-либо стоявшая перед инженерами. Ю показывает мне невзрачный серый мох. Он создан специально для того, чтобы жить в экстремальных условиях. Это растение названо Такакия катерина. На самом деле невероятно эффективная органическая машина, которая через несколько веков сделает атмосферу Марса очень похожей на нашу. Фрагмент астероида. Возьмем, чего бы нет. Чтоб там светилось. О. Разводной, на всякий случай, да? Ты моя от кого? Ники Таннен? Хоуп Эллис. Слушай, я отправил Ларсона в демонстрационный зал. Может, ему удастся вынести оттуда бутылку старого Сардара. Не хочешь к нам присоединиться? Задержка демонстрации. От кому? Франклин Гуд. Хоуп, хочу предупредить, что демонстрацию двигательной установки Артакс придется отложить. Она все еще в механическом цеху. Мы пытаемся устранить небольшие проблемы с калибровкой, но волноваться не о чем. Блин, я не знаю, совсем плохо сегодня встречу. Простите, извините. Прошу войти в положение. Не надо нам здесь шумов лишних. Кофе, Каркс.
Лишние шумы — это лишнее привлечение внимания. Нам оно не нужно. Так, это что? Джорген Торстен. Ага. Зайти не можем, ладно. Мы оттуда пришли, нет? Да. Много сделали, сохраняем. Опа, посмотри. Что-то сломано. Я нашел вас. Ой. А взломать-то я не могу, ты посмотри. Ах ты боже. Нейромод. Ша. Ну-ка, какой нейромод можем поставить? Никакой. Прекрасно. Сохраняем. Слушайте, что у нас есть? Не-не-не. Что это такое? Только у меня разводной ключ и больше ничего. Прекрасно. Куда ты тут спрятался, слышишь? Я видела, как ты туда бежал. Я видела, как ты туда бежал. Нехрен мне тут. О, ты посмотри. Ну, давайте одну пивку выпьем. Ой, ой, ой. Зря я чувствую, да? Это было зря. Так, кинотеатр. Эффект начинает проходить. Где они? А, там кто-то живой, ты посмотри. Он же сюда не пройдет, да? Там кто-то был живой. Уже радует, конечно. Сохраняем. Капец. Баллон для гипс-пушки. Спасибо. А то у меня уже... А, сюда тоже надо было пшикнуть. Ну, что поделать. Что значит места нет? Блин, разводной ключ нам бы, конечно, хорошо. А, вот, предметы. Так, что мы можем сейчас сделать? Так, во-первых, это съедим. Здоровье можно еще поднять. Вот это съедим.
передвинем сюда. Лимонная цедра. Блин. На переработку, конечно, был бы нейромод. Ты посмотри. Жаль, конечно, тут заранее не... заранее, да, там нельзя, допустим, 2 или 4 вот сюда добавить. Или можем? Ну, конечно, ты посмотри, не можем, не можем. Так, сохраняем. Погнали. Ой, уже заканчивать пора. Турель, где турель? А что, ты повернуть не можешь, что ли? А так? Ну, странно. Понятно, ну все. Прошла, где не стоит, ну что теперь поделать? Набор для улучшения оружия. Если вы... Так, сейчас, сразу же. Эти наборы позволяют вам улучшать оружие. Чтобы использовать набор, выберите оружие в снаряжении, нажмите К. Далее выберите пункт «Улучшить», а затем одно из доступных улучшений. Внимание, некоторые улучшения требуют особых навыков. Хорошо. Где моя пушечка? К. Улучшить. Ну вот это, да, мы сделаем. Эффективность пушка улучшена. А еще улучшить можем? Не можем. Чтобы не слушать, как орет. Чертеж. О, патроны. Вообще шикарно. Функция. Карта сектора. Загрузить карту сектора. Ага. Это что такое? Так, стрелочка. Не дают взаимодействовать. Какой этаж? Это наш кабинет, нет? Нет, это этажом ниже. Выше, точнее. Управление системой безопасности. Открыть камеру хранения. Ой. Сбросить контрольную точку. Экипаж.
Да чтоб тебя... Как это пролистнуть, ну? О. Ну он по-любому живой, да. Как это вниз прокручивать? Ты посмотри, сколько их там. Здесь очень много... Алекс Ю. Так, ты в Дендрарии находишься. Буду знать, козлина. 609. Пистолет с глушителем. Патроны. Прекрасно. Еще раз сохраняем. Ну и не хочет сохранять, ты посмотри. Блин. Мне надо по-быстрому пробежать. Пропуск наверняка есть у Кальвина. Вы найдете его? Или его останки по списку персонала? Да. Здесь создают технику для станций. Лабораторные приборы, нестандартные детали, прототипы. Мы сможем починить ваш терминал зеркала в мастерской доктора Кальвино. Пролезешь? Пролез. Смотри. Сохраняем. Ой, да ты чтоб тебя. Внимание! Целостность костюма нарушена. Ага. Чем лучше состояние вашего костюма, тем больше урона он поглощает. А, чего? Защищаю вас от атак и прочих угроз. Чтобы починить его, используйте набор для ремонта костюма. Хорошо. Ах ты боже, у меня нет его. Вот говнище. Сейчас. Так. Использовать. Блин. Это...
Вот говно. Внимание, радиационное заражение. Ой, вот это вообще Обратитесь к фигово. врачу. Это фигово. Мне нужно разрушенная схема нашла новые инструкции. Эта фигня за мной летит? Ой, сейчас, секунду, водичку глотну. Сохраняем. Хреновые козлы, а? Посмотри на них. Ну ты не вставай. Не вставай, говорю. Блин. Чтобы выбраться в космос, нужно вручную открыть замок, который есть в каждом шлюзе. Это мера безопасности, но она ни к чему, если враг уже на станции. Если выберетесь, не уходите далеко. Возможно, тифоны уже вышли наружу. И помните, остальные шлюзы сначала нужно открыть изнутри. И последнее. У вас еще нет двигательной установки, а она вам понадобится. Найти чертеж двигательной установки Артакс. Аппаратная лаборатория. Трубелами в травмпункте. Холл. Это там куча этих ходила. Найти доктора Кальвина из терминала службы безопасности. Аппаратная лаборатория. Найти пропуск в мастерскую доктора Кальвина. Попасть в мастерскую доктора Кальвина. Я так понимаю, он мертвый там, да? Короче, знаете что? Я думаю, на этом все-таки эту серию закончим. Уже много получается. Я не знаю, у меня куча вопросов было, как что делать. Если вы знаете, как там что делать, какие вопросы я задавала, как там... Ну, в общем, пишите в комментариях. Как всегда, лайки, комментарии, подписки приветствуются. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.